Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу порассуждать вместе с вами насчет турбокнопок в играх. Конечно же, в детстве, в нашем российском, в 90-е годы, никаких сомнений у нас не возникало, потому что практически все наши приставки уже имели турбокнопки, и мы, конечно же, думали, что так и должно быть. И я не случайно включил эту игру, потому что это был тот случай, когда 20 с лишним лет назад я засомневался. А так ли это? Турбокнопка, действительно ли так должно быть? Потому что, включив эту игру в детстве, в 90-е годы, я нажал по привычке на турбокнопку, и он у меня, персонаж, не мог долго держать луч. Я же подумал, что же у меня не так. Меня это привидение убило несколько раз, пока не догадался, что надо нажать черненькую кнопку на моей Денди. Что ж, и вот тогда у меня закрались сомнения, и у меня есть такая привычка оставлять какие-то вопросы, но потом в долгий ящичек такой в голове у себя. И вот пришло время достать в 2021 году из ящичка свои сомнения, свои вопросы и разрешить же все-таки эту тему насчет турбокнопок. Что ж, давайте попробуем разобраться. Следующая игра, о которой бы я хотел поговорить, использование в ней турбокнопок. Это та игра, вместе с которой у меня появилась Денди. Моя собственная первая Денди. Конечно же, я радостно нажимал на турбокнопку, и убийство врагов упрощалось. Но когда я записывал прохождение игры недавно на своем канале, я почувствовал, как это без турбокнопки. Весь процесс ощутил потихонечку, равномерное уничтожение врагов. То есть не сумбурная вот эта стрельба, как в детстве. Вот такая вот. Сейчас я использую технику турбопальца. Размеренное прохождение, четкое движение. Совершенно игра приобретает другие краски. Конечно же, в детстве я нашел способ победы над последним боссом с помощью только одной турбокнопки, стоя на месте. Наверное, вы понимаете, о чем я говорю. Вот как сейчас я расправлюсь с этим каратистом, также я и использовал эту тему. Так что это не совсем честно, не совсем то, что, я думаю, разработчики вкладывали в эту игру. Что ж, поехали дальше. Ну что ж, вот это пример подобных игр, для которых, кажется, на первый взгляд турбокнопки и существуют. Но в этом случае я абсолютно не соглашусь конкретно с этой игрой, с контрой. Потому что турбокнопка абсолютно теряет смысл пауэрапа буковки М, Machine Gun. Вот этого. Вот смысл его. В детстве, нажимая на турбокнопку, мы также стреляли быстро, беленькими пульками. Я тогда еще задавался вопросом, а зачем? Зачем мне брать эту М-ку какую-то бесполезную, если я могу зажать турбокнопку и стрелять белыми пульками и ни о чем не переживать. Тем более они очень сильно бьют. Вот, играя без турбокнопки, совершенно другая игра, абсолютно. Ты начинаешь ценить М-ку. Она у тебя приобретает смысл. Насчет этого места в игре скажу все очень просто. Вот именно как раз это тот пример, когда вы должны ценить пауэрап. Вы до сюда дошли, не сохранили его, не обладаете техникой турбопальца, вам, скорее всего, не пройти. Да, начнете в следующий раз и будете ценить. Будете ценить и М-ку, и все остальные пауэрапы. Не надо никуда спешить. Куда вы? Хотите с турбокнопкой пройти игру и все? Что ж, игра из разряда битэмапчиков. Скажете, турбокнопка для этой игры? Возможно. Возможно, нет. Давайте разберемся. Конечно же,
нажимая турбокнопку, будете легко бить соперников. Ну, касательно этой игры, что? Здесь есть техника, при которой вы после каких-то действий совершаете другие немножко приемы. После прыжка, вот такой апперкот, или когда встаете, коленом удар, вот такой вот. Зажав турбокнопки, вы практически не переживаете, в процентах 80 случаев у вас получится, но не используя их, вы начнете думать, как же все-таки, в какой момент, какой правильно это сделать. Вот я, например, до сих пор еще плохо обхожусь с ударом вот этим коленом, но я в процессе, в процессе обучения. Без турбокнопки и прохождения игры, без вот этих вот уже особенностей, без красных кнопочек вот, дендевских, совсем другие ощущения, я вам скажу. Чувствуете действительно, когда вы проходите игру подобную этой, что вы устали, что вы совершили подвиг, что у вас все получилось честно. Что ж, следующая игра, которую я, наверное, больше всего играл и больше всего раз проходил и в детстве, и вообще. Я могу играть по кругу один раз, пройти и включить снова, и пройти еще раз. В общем, и даже в этой игре я вам скажу, что опыт, когда вы играете без турбокнопок, совершенно другой. В принципе, все хорошо. Сейчас будем разбираться по конкретным моментам, какие же и существуют особенности. Что ж, вот этот случай, когда мы что делали в детстве? Вставали здесь, зажимали турбокнопку, бросали динамит. Ну вот я сейчас не использую турбокнопку, но все равно получается это делать. В нужный момент нажимаешь, и все хорошо. Даже 5 раз подряд, пожалуйста, кидаем динамиты. Сколько угодно. Что ж, здесь вот с задними ребятами с турбокнопкой, конечно, справляться проще. Но нам же надо приобрести навык. Правильное время использовать удар. Надо тренироваться. Вот, чтобы не было таких ситуаций. Нажал турбокнопку и все просто. Нет. Зачем нам просто? Ну смотрите, если бы я сейчас зажал турбокнопку, я бы быстро это сделал, а сейчас можно немножко растянуть процесс. Каким образом разбираться с видеокамерами, скажете вы? Да легко. Вот этот уровень в этой игре единственный, с которым я соглашусь, что действительно турбокнопка здесь вот не помешала бы. Конечно же, не на этих метеоритиках, здесь в принципе все реально. А дальше? Здесь я в детстве нажимал турбокнопку и набивал жизни на них. Сейчас это сделать гораздо сложнее без турбокнопки. Практически нереально для меня. Что ж, и битва с тарелочками вызывает наибольшее желание зажать турбокнопку, когда будут появляться тарелочки быстрые. Вот эти ребята, конечно же. Что ж, вот эти вот ребятки, конечно же, вас будут больно бить вблизи,
без турбокнопки сложно выйти из их серии ударов. Но надо вовремя как-то умудряться нажимать, стараться. В этом должна заключаться сложность. Что, нажал турбокнопку и все, что ли? Нет, преодоление. Крайне советую, очень советую всем любителям этой игры попробовать вот этого товарища, этого босса пройти без турбокнопки. Поверьте мне, незабываемое ощущение. Совсем другая тактика. Не хочется подставляться под его захваты. Ух! Как-то так. Что ж, эта игра — это пример боли, пример плохих воспоминаний, негативных, связанных с использованием турбокнопок. Так уж получилось, что моя ненависть к турбокнопке связана с этим персонажем, потому что первый раз я поиграл в эту игру, и геймплей был очень неинтересным. Мой соперник выбирал Шреддера, кое-как находил турбокнопку на джойстике и исполнял суперудар шреддерский. Знаменитые ножницы, вот эти вот. И все. Я первый раз эту игру видел, ничего не мог сделать. Абсолютно ненависть. Это сейчас я уже знаю, как с этим бороться, а тогда это был кошмар. Первый раз увидел игру, и вот каждый соперник выбирал Шреддера и делал вот это вот все. Получите, те, кто использует турбокнопки в этой игре. Ну что ж, надо привести пример игры, в которой без турбокнопки, по-моему, очень сложно. Конечно, реально, но запредельно. Техника турбопальца. То есть это тот случай, который, да, наверное, турбокнопка нужна. Как ни крути. Ух! Да. Очень хардкорное исполнение. Ну что ж, еще одна игра. Уже, наверное, с конца моего списка. Потому что, честно говоря, вот так вот на память сложно вспомнить моменты, при которых я думал о турбокнопке в играх. Что ж, здесь касательно того, как вы берете ящик. В детстве нажимали турбокнопку, и он автоматически там то все хватал, особенно когда ящиков было много. Но в принципе все это обходится и без турбокнопки. Есть еще одна особенность интересная. Вы можете взять ящик, но не брать его содержимое. Оставить другу. Вот как сейчас. Не хватает другу эрку одну, чтобы потом прокачать сердечки, оставил ему. Эй, Дейл, смотри, что у тебя тут лежит. Эрка, возьми ее. Как-то так. Ну что ж, какой можно сделать вывод об использовании турбокнопки? Конечно же, очень все персонально. Я не берусь изобретать свою идеологию тех людей, которые не используют турбокнопки или используют. Все очень персонально, потому что мы все разные. Есть так называемая изменчивость. Так что решать самим. Но все игры, которые я записал на своем канале, я прошел без турбокнопок. У меня их попросту нет. Я записывал все на Family компьютере. У меня нет специальных
джойстиков с переключателями на турбокнопки. Так что решайте сами. А на этом всем спасибо. Всем пока.